Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген сейчас находится в Калифорнии. Это видно по геолокации на его странице. В самом насыщенном знаменитостями месте США. Уж не знаем, проходит ли артист обещанную стажировку в киноакадемии, но посещает он мировых знаменитостей очень активно. Состоялась очередная встреча с Уолтером Афанасьевым и первая встреча с продюсером Дэвидом Фостером, самым успешным продюсером в истории современной музыки, певцом-композитором из США. И вот что рассказал Димаш. Спасибо, маэстро, за приглашение. Мы пообедали, поговорили о музыке, жизни и наших совместных проектах. Фото называется «Между двумя легендарными композиторами». Да, друзья, пора загадывать желание, ведь это самые знаменитые композиторы на американском континенте. Про Уолтера Никитьевича вы уже все знаете, видели его дом и Димаша в нем. Мы много рассказывали о достижениях продюсера. I believe love is not over yet. Hi everyone, I'm David Foster. С Дэвидом Фостером вы тоже знакомы заочно, хотя бы потому, что слышали его музыку. На счету композитора 16 наград Грэмми, из них 3 в номинации «Лучший продюсер года». За благотворительные начинания Фостер и его супруга Линда Томпсон удостоены Ордена Канады. Похоже, Димаш продолжает узнавать от мастеров, как проложить дорогу к заветному первому Грэмми, и говорит о совместных проектах. Надеемся, что эти проекты будут реальными, в отличие от ранее анонсированных и не получивших развития, например, с китайскими и корейскими композиторами. И как тут не отметить, что какими бы великими и признанными мастерами не были Уолтер и Дэвид, но реальные хиты были получены Димашем только от легендарного казахского композитора Улыкпана Жолдасова. Дядя Улыкпан, конечно, весьма талантливый композитор. Я желаю, чтобы его всегда посещало вдохновение и распускались крылья, и чтобы он продолжал создавать замечательные музыкальные шедевры. У него есть песни, написанные специально для меня. 3 года назад мой первый большой концерт Бастау в Астане открывался замечательной песней этого мастера. И, конечно, от Игоря Крутого. С ними артист выступал 3 раза в США, объездил с концертным туром всю Россию и часть Европы. Он как старший товарищ, который более опытный человек. Песня Крутого исполнялась в Китае. В результате Димаш получил огромные финансовые ресурсы, позволяющие создавать новые шоу и клипы на радость почитателям его таланта. Я как молодой артист. Здравствуйте, Игорь Яковлевич. Ну вот. How are you? How are you? I'm fine. А теперь давайте вспомним, сколько лет мы ждем песню от Уолтера. Кто знает, напишите в своих комментариях. Друзья, приятно, что вы остаетесь с нами. Каждый день на нашем канале прибавляется в среднем по 100 подписчиков в день, и вас уже более 200. Спасибо за высокую оценку нашей скромной работы в ваших милых комментариях. Всем счастья и здоровья, берегите себя!